Как и многие, в детстве я обожал боевики со Шварцем, Слаем, еще десятка других подобных актеров. Но в моем сердце особое место занимал Жан-Клод Ван Дамм. Годы прошли, герои сменились. Ну как в той самой песне из финальных титров «Городка». Как хочется вернуться. Иногда я возвращаюсь. Да, сегодня эти фильмы смотрятся уже не так эффектно. Не все прошли проверку временем. Однако, порой случается найти жемчужину в чемодане ностальгии. Сегодня об одной из таких жемчужин и пойдет речь. В далеком 1990 году на экраны вышел фильм «Орден на смерть» с Ван Даммом в главной роли. Это была заря карьеры бельгийца. К тому моменту он уже успел сняться в «Кровавом спорте» и «Кикбоксере», но он еще не подозревал о Ржевском против Наполеона. Режиссером ленты выступил выходец из армянской семьи Деран Сарафян, более известен как постановщик эпизодов для целой плеяды сериалов, от Доктора Хауса и Остаться живых до Болотной твари и Экзорциста. За сценарий же отвечал молодой человек, который в будущем будет являться ключевой фигурой в становлении кинокомиксов Marvel и DC, сам Дэвид С. Гойер. Правда, Гойер тогда еще не был известен. Сценарий «Ордена на смерть» была его первой серьезной работой на этом поприще. Повезло фильму и с оператором. За камерой сидел старый знакомый Кэмерона Рассел Карпентер, тот самый человек, что ответственен за «Титаник» и сиквелы «Аватаров». О остальных участниках продакшн-группы сложно что-то сказать. Но вернемся к фильму. Начинается «Орден на смерть» буквально с воды. На протяжении нескольких минут мы просто смотрим на текущую жидкость и читаем титры. Потом становится интересней. В кадре появляется Ван Дамм. Здесь он играет детектива Льюиса Бёрка, вышедшего на след убийцу по прозвищу Песочный человек, который грохнул его напарника где-то за кадром фильма. Прежде чем столкнуться с Песочным человеком лично, Бёрк встречает несколько криминальных NPC. Я очень занят, отвали. Я научу тебя хорошим манерам. Бац-бац! Латино-бандита в ауте! Далее детектив проникает в мрачное место дислокации злодея. В поисках Песочного он обнаруживает женщину, которая пролила себе на руку клюквенный сок и теперь лежит с недовольным лицом. А также Жан тупанул и решил взять на мушку куколку. А вот теперь они впервые встречаются с ним лицом к лицу. И вот он самый Песочный человек, который мне напоминает куклу Чаки. После короткого спарринга Луис шмаляет в него. Я Песочный человек. Ну хз, чел, вот как выглядит Песочный человек, а ты кукла Чаки. Я Песочный человек. После череды выстрелов он наконец-таки вырубается. Ты арестован. Действие переносится на много месяцев вперед. Бёрк красавчик, его все любят, его все уважают. Оу, Луис, ты великолепен. Ах ты белый засранец, я за тебя, бро, я за тебя. Поэтому нет ничего удивительного, что начальство предлагает ему особый квест. Вы преследовали Кристиана Нейлора, Песочного человека, до Лос-Анджелеса. У нас есть проблемы в исправительном учреждении Харрисона. В одной тюряге слишком часто гибнут заключенные, а недавно даже надзиратель. Осенью пройдут губернаторские выборы. Тюрьмы уже проблема, мы не хотим усложнять ситуацию. Вопрос надо решить. Для этого под видом заключенного туда отправляют Бёрка. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Также у вас будет напарник. Аманда будет вашим связным, исполняя роль жены. Бёрк немного поломался, как первокурсница на день студента, но все же согласился. Итак, детектив прибывает в тюрягу. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу. Там он сразу же получает инструктаж от руководства. Вы все говно! А также проходит тест от главного надзирателя на вилкой в глаз. Далее нашему герою дают уникальный номер на местных госуслугах. 72689. Правда, этот номер так ему толком и не пригодился за весь фильм. Зато тогда же он знакомится с одноглазым братухой. Он мертв. Простите? Глаз. Ты на него смотрел, он не видит. Мне его выбили. Который точно прошел тест на вилку. Похоже, единственный в этой тюряге. А белый есть? Нет. А продавец? И вот он на заселении. Сосед по камере. Оказывается, голубых кровей. И сразу же предлагает обсудить арендную плату. Это недвижимость. Стоит $500. У меня нет денег. Ты можешь отдаться. Но Бёрк не из таких, поэтому разворачиваться задом, как в военкомате у проктолога, не собирается. Я не плачу и не отдаюсь. После детектив под прикрытием идет в местную
столовую, чтобы узнать, сколько у нее звезд Мишлен, и заодно показать свое умение махать руками и ногами. Это же бунт! Платина явно недоволен из-за того, что Бёрк помешал ему присунуть черного старика. Ты покойник. Бая педафа до мерта! Неудачно решив сесть за стол к черным, получает напутствие. Держись со своими. Никому не доверяй. А как ты? Не лезь не в свое дело, тварь! Ну ладно, пойду к снежкам. Это же петушиный стол. На нас клеймо рецидивистов. Смотри сюда. Оригинально. Это, конечно, хорошо, но пора бы и за расследование взяться. Первым для опроса Бёрк выбирает соседа, но тот прикидывается молчаливым Бобом. Ничего не слышу, ничего не вижу. Предлагая вместо этого бахнуть местной бормотухи. О, лучше не нюхать, блядь. Луис понимает, что подход нужно менять, поэтому просит связную Аманду, прикидывающуюся его женой, подкинуть деньжат. Ну как там с деньгами? Так к нему в руки попадает книжка с правильной закладкой. Чтобы хоть как-то скрасить время в перерыве между расследованием и попиванием бормотухи, Бёрк устраивается мистером Пропером и начинает орудовать шваброй. Правда, от старых привычек никуда не уйдешь, поэтому и шваброй он успевает надавать интернациональных люлей. Для продвижения в расследовании Бёрк отправляется в черный квартал. К тому самому одноглазому братухе Хокинзу и его корешу Снуп Догу. Но те перенаправляют его к некому пастору, совсем как у нас в МФЦ. Пастор оказывается козырным типом, обитающий в отдельном блоке тюрьмы с блэкджеками и шлюхами. Но и он ничего прямо не говорит. Можешь поговорить с Майерсоном, бывшим сокамерником Барта. Сейчас он в одиночке, но он работает в изоляторе в ночную смену. А советует обратиться к другому заключенному. Пусть и не сразу, но новый информатор все же дает информацию. Я больше не скажу ни слова. Нет, скажешь. Да пошел ты. Под угрозой вылечить его молчание уринотерапией. Так у Бёрка появляется информация, которую он передает своей подставной жене. Сокамерник Баррета напуган. В любом случае здесь замешаны охранники. Мне нужно просмотреть досье жертвы. Личных дел еще нет в компьютере, они пока хранятся в тюрьме Харрисон. Пастор же подсабливает в дальнейшем плане. Мне нужен ключ от архива. Это можно устроить. Луис проникает в архив. В этом ему помогает Хокинс. Находя нужные бумажки, Ван Дамм косплеит сцену из Человека-паука, который выйдет через 12 лет. Аманду же посылает знакомому хакеру, который явно не прочь взломать интимную зону Аманды. Но зло не дремлет. Замешанные в темных делишках сотрудники тюрьмы намекают Бёрку, что не стоит лезть туда, куда не надо. Не лезь не в свое дело, тварь! Намекают красноречиво, вырезая его информаторов. И отправляют самого детектива в одиночку. Зато Аманда и хакер в это время расшифровывают переданные Бёрком данные. Обалдеть! Всемирная сеть, мы идем. И начинают осознавать масштаб происходящего. Аманда навещает Бёрка в тюрьме, передает информацию. Ну и помогает детективу сублимировать накопившуюся энергию. Однако этого мало, и тогда происходит вот это поворот. В тюрьму переводят песочного человека, того самого убийцу из начала фильма. Подкарауливают, ловят Бёрка и приводят в душ песочному. Чтобы Бёрк не раскрыл тюремный заговор, он раскрывает его тайную личность всему Азкабану, что явно не идет детективу на пользу. Правда, как известно издавна, кто принесет дурную весть, тому не сдобровать. Поэтому Бёрк включает режим Макалея Калкина из «Один дома», поджаривает надзирателя и сбегает с камеры, параллельно выпустив всех остальных заключенных. Песочный уже в предвкушении. Начинается бунт и догонялки. Это же бунт! Ты куда собрался? В какой-то момент надзиратели и их ручные заключенные даже поймали Бёрка. Но на подмогу пришла черная братва. Но Ван Дамыч и сам в состоянии справиться. Дома дороги! Догонялки продолжаются. Отдельных персонажей выпиливают, как злодеев вроде врача и надзирателя, так и пастора. К сожалению. В конце концов, Бёрку все же приходится встретиться с песочным человеком. Но тут нежданчик. На головку! Ты что, дружбан, удар надо держать? Поначалу детектив не слабо выхватывает люлей. Самое забавное, песочный отвешивает оплевухи и смывается. Бёрк, соберись уже, мать твою!
Песочный, видимо, очень замерз и решил открыть печку, чтобы погреться, что в конце концов станет для него роковой ошибкой. Жан-Клод своим фирменным ударом отшвыривает его прямо в печь, превращая Песочного в сэндвич средней прожарки. Почему же средний, скажете вы? Да потому что эта скотина умудрилась вылезти. Ну и конечно, Ван Дамм добивает главгада мощным ударом. И тот неожиданно отлетает и на что-то натыкается, тем самым лишая его жизни. То есть, типа, косвенно я не виноват, уж извиняйте. И знаете, такой ход часто присутствует в фильмах Ван Дамма. Давайте взглянем на эти оскароносные моменты. Великолепно, великолепно. Изумительно. Ух, прям сильно, сильно. О, это шедеврально. Непревзойденно. Ой, не тот фильм. После чего спокойно покидает стены тюрьмы в сопровождении уважения от заключенных. Он же герой. Относит Хоукинса к медикам и идет жамкаться уже ставшей ему совсем родной Аманде. Ах да, забыл сказать, что именно Аманда по сути раскрыла дело, заставив самого главного злодея произвести длинный монолог. Что все детали плана нельзя раскрывать даже на пороге победы. И рассказать, что заключенных вырезали ради органов. Выгодный стартап типа вот и все. Прошел ли фильм проверку временем? Скорее да, чем нет. Сюжет хоть и простой, но динамичный. Его снимали, когда Ван Дамм не был крупной звездой. И этот фильм редко вспоминают из списка работы тех лет, выделяя совсем другие картины. А вот зря. Это все из-за студии Canon, которая начала идти на дно в то время. Актеры же отыгрывают замечательно. Особенно надзиратель сержант де Граф и маньяк Песочный человек. Вот кто должен был играть Джокера. Одноглазый Хокинс — классический черный из бади-муви тех лет. На Аманду в исполнении Синтии Гиббл тоже приятно смотреть. Ван Дамм же вне конкуренции. Отличная операторская работа. Спасибо Расселу за это. На главную роль в фильме претендовал Стивен Сигал, который был антиподом Ван Дамма, но ловкий балерун увел роль у него из-под носа. Стоит признать, что этот фильм старой школы. Сейчас так никто не снимает. Поэтому и приходится современному зрителю обходиться Джонами Уиками, Тайлерами Рейками, лелея где-то в глубине души надежду, что все изменится. И что скоро мы увидим на экране тех, кто переменит эстафету Ван Дамма, Слая, Шварца, Джеки Чана и других почетных стариков из боевиков 90-х.